Слава Украине, привет всем от Полонского. Так развивается торговая война между Китаем и Соединенными Штатами. Знаете, чем дальше, тем хуже. Значит, особо сверхразумы в США предложили обложить Китай уже, одни говорят 400% налога, другие говорят 245% налога. Но дело в том, что и то, и другое полный идиотизм. Торговля между США и Китаем практически замерла сейчас. Ну, если сравнивать те объемы, которые есть сегодня, и те объемы, которые были раньше, это просто, ну, можно сказать, все замерло. И в этом виноваты Соединенные Штаты Америки. Так вот, если, знаете, санкции, которые ввели в отношении Китая США, они, напомню, это они начали, это Трамп начал это все дело, они являются огульными, бездумными, безмозглыми и очень часто бьющими по самим Соединенным Штатам Америки. То есть они взяли и все тупо закрыли этими санкциями. Потом, правда, отпустили изделия, содержащие в себе электронные компоненты. Но, знаете, это ж капля в море. Дело в том, что все равно безмозглость этих санкций, она остается, и она ударяет в результате по жителям Соединенных Штатов Америки, которые будут за банальные вещи платить больше, уже платят больше, собственно говоря, будет еще хуже. Вот. Я тем же американцам, например, которые меня смотрят, да любым, причем с американцам, любым товарищам хочу предложить посмотреть, так, у меня там вход был где снизу, не обращайте внимания. Да, предлагаю просто посмотреть, оглянуться вокруг себя и посмотреть, сколько там товаров, сделанных не в Китае. И если оставшиеся товары, которые сделаны, да, в Китае, значит, они как бы будут в большинстве. Просто представьте себе, сколько вы уплатили бы лишних денег в случае, если вот эти товары все станут дороже, да? Это может быть и мебель, и я не знаю, что угодно. Обувь, одежда, украшения какие-то, декор в квартире, обои, жалюзи на окнах, сами окна и так далее, и так далее, и так далее. Просто представьте себе. Если не сам товар сделан в Китае, то его, как говорится, то, из чего он сделан, сделано в Китае. Увы и ах, это так. Это плохо, это хорошо, это, ну, но это объективная реальность. Поэтому американцам придется за все платить больше. Да, а вот китайские, введенные в ответ санкции, они очень, знаете, есть такое хорошее украинское слово ретельно. Ретельно прораховані. Очень скрупулезно посчитаны. Скрупулезно посчитаны эти санкции, выверены до копеечки и четко бьют в определенные болевые места американской экономики. Прежде всего, например, по авиастроению. Вот как вот вчера китайцы запретили китайским же компаниям покупать Боинги, запретили покупать запчасти к Боингам. Ну вот, собственно говоря, так. Да. То есть китайцы рассудили, что запчасти к Боингам они и сами прекрасно сделают. Самолеты они будут покупать и Airbus, и Embraer, или же свои китайские, которые они уже строят полным ходом. Ну а что? А Боинг понесет убытки огромные благодаря Трампу. Вот, собственно говоря, и так далее, и так далее, и так далее. То есть китайцы, когда вводят санкции, они же не ввели против всего, что они покупают в Америке. Нет, это, извините, глупость. Они ввели, например, против продуктов сельского хозяйства. Ударили по фермерам. Фермеры какие штаты? Правильно, красные, те, которые голосовали за Трампа. Ну и вот по Боингу второй и так далее. То есть вот по Тесле, например, да, тоже удар нанесли. Красиво, красиво, ничего не скажешь. Да, так вот, Соединенные Штаты Америки решили теперь делать такую антикитайскую коалицию. Знаете, если бы это делалось там, при Байдене, еще раньше, там, я бы только, может, поприветствовал это дело, потому что, ну, надо было делать. Но при Трампе эта коалиция, она звучит просто как гимн идиотизма. Просто потому что Китай эту войну не начинал, а ее начали Соединенные Штаты и начали как торговую войну против всего мира. Санкции же не были введены против Китая? Конечно, нет. Санкции были введены против 185 стран мира. Более того, Трамп и трамписты, которые его окружают, они всячески оскорбляли представителей этих стран, оскорбляли, унижали и насмехались над ними. А теперь они хотят, чтобы эти страны вошли в коалицию против Китая. Как-то очень интересно, да? И вот они сейчас, напомню, что, значит, смотрите, кроме того, что, ну, 185 стран, но вот смотрите, начал Трамп войну торговую с Евросоюзом, совсем, с Канадой, с Мексикой, Южная Корея, Япония, даже с Австралией начал, с Тайванем и так далее. То есть это не только с Китаем, это просто, ну, это просто со всеми подряд. Это ужас на самом деле.
Вот. При этом еще раз говорю, помните вот это вот целование в зад, как он там говорил, и так далее, и так далее. А теперь он заявляет, что он сколачивает коалицию из 70 стран, которые не станут торговать с Китаем, ну или не будут иметь глубокие экономические отношения с Китаем. Еще раз говорю, еще год назад я бы сказал, ну, видимо, да. Сейчас я, честно говоря, хватаюсь за голову и просто прихожу в ужас от уровня идиотизма, который изрыгают из Белого дома. Это просто жуть. Да, в ответ китайский лидер что делает? Он опять спокойно, точечно, выверенно едет по тем странам, которые он для себя считает ключевыми. Он был во Вьетнаме, подписали они там много чего. Вот сейчас он был в Малайзии, то же самое, там сейчас поедет еще по другим странам. То есть он сколачивает коалицию напротив. Вот. И я вам скажу так, честно и откровенно, какой смысл государствам, которых Трамп призывает принять свою сторону, принимать сторону США? Для чего? Для того, чтобы тебя обложили дополнительными пошлинами, оскорбляли, унижали, а потом заявили, что ты им должен 300 миллиардов долларов? Или еще что-то, ну, этот взбаламушенный человек, он завтра придумает, что, я не знаю, вы убили Кеннеди. Вот. Или вы снесли башни-близнецы, или вы там, я не знаю, вместе с марсианами напали на пригород Нью-Йорка. Ну, что-нибудь типа этого, понимаете? Это ты не понимаешь, что у человека вообще в голове, в лохматой, и что он за какую бредятину он выдумает на завтра. Соответственно, я слабо себе представляю, чтобы Евросоюз, например, а это основной мировой потребитель, да, пошел бы на коалицию США против Китая. Да не пойдет. Наоборот, Канада, Евросоюз, США, Китай, Япония, Южная Корея сейчас как-то присматриваются друг к другу и начинают создавать или, скажем так, или без таможенные барьеры, без таможенные зоны, либо же, скажем так, зоны с минимальными пошлинами, с тем, чтобы освободить торговлю друг с другом, тем, чтобы было проще торговать. Теперь дальше скажите, вот просто элементарная вещь. У какой страны, у любой страны, возьмите любую страну, с кем у нее больше будет торговли? С США или с Китаем? Ответ очевиден, с Китаем, причем намного больше. Но так исторически сложилось. Дело в том, что Китай производит абсолютно все. И если вы начинаете гыркаться с Китаем, вот по примеру США, вы и вводите ему там какие-то пошлины и так далее, вы автоматически поднимаете цену для своих потребителей в 12 раз. Что и произойдет в США. Кстати, сейчас очень интересный момент. В США сейчас происходит, пошли челноки, ребята, на Китай из США пошли челноки по русскому вот этому типу. Знаете, да, там из Сибири заезжают на Китай, набирают плазмы, шмасмы, то. Я не знаю, сейчас еще это ездит или не ездит, наверное, ездит еще. Вот, а потом заезжают назад и везут эти телевизоры, шмелевизоры, это, значит, назад на Россию. Бо в Китае дешевле. Вот это уже пошли челноки, только уже из США. Поехали на Китай, бо китайские товары в США теперь дорогие будут, уже дорогие, а других нету в мире. Ну, не построили заводы еще нигде. Вот, в таком количестве достаточно. Ну и, соответственно, американские челноки начали везти товар в США. Это немыслимая вещь, но это так, да. То есть США возвращается к уровню, ну, знаете, первых лет СССР. Вот помните, да, как эти челноки ездили. И все были челноками тогда, очень многие были челноками. Да, вот сейчас, да, просто есть, сейчас уже даже смеются китайцы, уже показывают американцев, которые бегают по китайским рынкам. Это цирк. Внизу в описании к данному ролику как раз есть такие фото-видеоматериалы, очень интересно. Да, то есть еще один момент. Ну как тому же Евросоюзу, например, вступать в конфликт с Китаем, зачем, самое главное, за США, которые их оскорбляют, унижают и вводят в отношении них пошлины, если прямо сейчас Трамп поставил уже задачу перед Рубио закрыть во всем мире более 30 американских посольств и консульств. Причем большинство консульств будут закрыты как раз в Евросоюзе. То есть это типичный изоляционизм. Спрашивается, вы отгораживаетесь от всех пошлинами, закрываете свои дипломатические представительства. Вам нечего предложить в плане товара. Оглянитесь опять-таки вокруг себя. Вот сейчас все, кто меня слушает. Оглянитесь вокруг себя и скажите, сколько товаров сделано в США вас окружает.
Ну, вокруг меня 0 таких товаров. Если не считать чип внутри вот компьютера. Все. И то я не уверен, что это не китайский, не тайваньский чип. Windows, да. Вот, Windows, да. Все. Больше ничего. Все остальное, что вокруг меня есть, это либо украинское производство, либо китайское, либо турецкое. Ну, я не знаю, что. Японское, может. Все. А вокруг меня нет ни одной вещи, сделанной в США. Вообще ни одной. Вот. Поэтому ответ, например, чью сторону принимать? Ну, прими сторону США в войне с Китаем, значит, торговой. Ну и введи пошлины в отношении Китая, что получится? Ты будешь платить на внутреннем рынке, ну, на порядок больше, просто полный бред. Вот. Кто это будет делать? Никто этого делать не будет. А принимая сторону Китая, соответственно, ты гарантируешь себе, так, спокойно, там кот бушует, продолжает, да. Ты гарантируешь себе нормальные цены, по крайней мере, для своих потребителей. Ну, еще такой один момент. Это Трамп сейчас назначает в округе Колумбия, напомню, округ Колумбия — это столичный округ в Соединенных Штатах Америки. Так Трамп сейчас там назначает прокурора генерального этого округа. Ну, казалось бы, пускай назначает, нафиг разница, это их внутренние дела. 100%, это их внутренние американские дела, но все-таки это столичный округ, и поэтому давайте посмотрим. Значит, хотят туда назначить сейчас некоего Эда Мартина. Эд Мартин, замечательный такой чувак, который в период с 2016 года по 2024 год появлялся на российских пропагандистских каналах более 150 раз. Более 150 раз он был. Это по данным газеты «Вашингтон-Пост». Он был на российских пропагандистских каналах. То есть это штатный фактически пропагандист телеканала RT. Ну, вдумайтесь, 150 раз появиться там за несколько лет. То есть он появлялся с периодичностью чуть ли не раз в 3 недели, может раз в месяц, может чаще. Представляете, то есть это постоянный клиент телеканала RT, который нес пургу абсолютную, прокремлевскую. Более того, за 9 дней до того, как Россия вторглась в Украину, что он сказал? Мартин заявил в начале 22 года, за 9 дней. Нет никаких доказательств российского военного наращивания на границах Украины. И он подверг тогда критику официальных лиц Соединенных Штатов Америки за поджигание и игнорирование проблем безопасности России. То есть не Украины, а России. Значит, Соединенные Штаты Америки с точки зрения вот этого вот чувака, которого он сейчас тянет на прокуроры столичного округа Колумбия, значит, не угрожали России, а не Украине. Ну, хотя, знаете, если посмотреть на то, какая публика сейчас Трампа окружает, то они все там такие, что Трампеныш-младший, что Маск, что этот Венс, что этот Рубио, что этот Уолтс. Просто вот такие вот Мартины сплошные. Нормально, да? То есть после этого, в принципе, я не знаю, если там будут российские шпионы ходить по Вашингтону и размахивать флагом «Я российский шпион», единственное, что ему теперь, наверное, сделают, просто подойдут и возьмут у него интервью. И скажут: какой хороший человек, смотрите, а ведь этому человеку угрожают, что могут ему что-то сделать, дайте ему спокойно пройти по Вашингтону, он всего лишь российский шпион, он никому не угрожает. Ну, как-то так, но из той логики событий, которые я вам рассказал, это выглядит именно вот таким вот образом. То есть абсолютно жуткая ситуация, когда то ли явные российские шпионы, то ли не пойми какие российские шпионы, не российские шпионы, российские пропагандисты просто-напросто шатаются по столице Соединенных Штатов Америки и делают все, что хотят. Ну вот поставят теперь еще и прокурора. Такого вообще будет замечательно. Называется российским шпионом welcome. Теперь welcome, у вас там свой человек в прокуратуре. Самого верху. Дальше. По всей видимости, вот эта дурная политика Трампа, которая очень скоро уже очень многих американцев сделала бедными, я имею в виду средний класс, вот, но очень скоро сделает бедными очень многих, и убогими, и сирыми, придется сливать кого-нибудь, значит, с тем, чтобы найти козла отпущения, громоотвод. И вот им будет Маск. Увидите, очень скоро сольют Маска. Трамп уже высказал свое возмущение тем, что он там, значит, что-то делал,
Что-то он секретный брифинг хотел провести по Китаю в Пентагоне, и Трамп запретил ему туда приходить. До этого, надо сказать, что он там в Пентагоне погром устроил, такой же, как в других офисах американских государственных учреждений, увольняя налево-направо людей, распоряжаясь жизнями людей и так далее, и так далее. А сейчас ему что-то уже не нравится, что туда бегает Маск. Ну, я же говорю, это все кончится тем, что, да, он запретил, значит, цитата, «Какого Илон там делает, убедитесь, что он не пойдет», сказал Трамп. Вот так вот. Да, то есть Маска сольют, попытаются все народное недовольство за все неудачи, за все факапы этого Трампа свалить на Маска. Мол, он виноват, Трамп здесь ни при чем, а дайте нам, значит, начать сначала, вот мы сейчас, да, вот Маска слили, даже, может, посадить его в тюрьму, выслать его в ЮАР назад, еще к черту твоей матери, на Луну отправить, в Сальвадор, в тюрьму, как они любят всех, да, сейчас хватать и в Сальвадор, в тюрьму, говорят, даже американских граждан туда будут ссылать. Ну, я лично это от Трампа услышал. Вот, то, соответственно, что вам сказать? Ничего хорошего Маска не ждет, может быть, сядет в тюрьму, может еще что-нибудь. Вот. А Трамп будет продолжать в том же духе, да, видите, он еще, кстати, обозлился, сейчас тоже интересно, значит, Блумберг написал, что Трамп был, кстати, страшно зол на европейских политиков, которые после скандала, который Зеленскому учинили Трамп и Венс, значит, то, что они приняли его прекрасно в Евросоюзе, он был зол, там плевался, говорят, и очень был недоволен Евросоюзом и королем Чарльзом и так далее, и так далее. Ну, извините, не все же такие мудаки, елки-палки, есть же и нормальные люди в этом мире, да. Вот. А так, собственно говоря, Америка, к большому сожалению, погружается в какую-то глупую пучину, именно глупую, да, недалекую какую-то глупую пучину, и, за них становится просто стыдно. Знаете, страна, которая в свое время была все-таки образцом в очень многих вещах для очень многих людей, сейчас становится каким-то, я не знаю, посмешищем, что ли.